Ситуация с приютами альберги каждый вечер просто трагическая. Внимание, паломники! После того, как нам не удалось заселиться в альберге, нам дали телефон хозяйки Кристины, которая сдала вот такую квартиру интересную, 4-комнатную по сути. И здесь, в общем, все по высшему разряду. 50 евро цена всего удовольствия. Но время 6:21, раннее утро 6 сентября. Мы выходим снова. В общем, здесь схема такая, что ключики просто оставляются здесь. Там единственный подъезд не на ключик или закрыт. Время 6:29. Мы снова возвратились на трек, где вчера завершили на железнодорожной станции Деба. А теперь мы идем снова по нашей линии пилигримов. О, вот наши желтые стрелочки. В самых необычных местах мы их должны искать. А можно и по навигации. В горах уже рассвело. Мы пытаемся бежать немножко со спусков, немножко в гору. Нет. Да, гору мы идем пешком, конечно. Потому что бежать уже второй день достаточно сложно. Но все компенсируется пейзажами красивыми. Ну чё, как дела, друг? Ладно, нам надо идти или даже бежать. Некогда. Нас впереди ждут еще более высокие горы, я так понимаю. Где-то сейчас высота 500 метров над уровнем моря. Но это мы практически набрали с нуля, то есть с океана в течение всего утра. И теперь куда-то в сторону ветряков идет Камино дель Норте. Мы здесь. Камино Сантьяго дель Норте — это не только красивые каменные дорожки, это вот еще и такая грязная, сбитая грязью тропка на всем протяжении спуска. Скользко, это при том, что сейчас очень сухой сезон, стоит жара без дождей долгое время. Что здесь творится во время дождей, конечно, страшное дело. Спуски крутые, длительные. В общем-то, горы тоже не очень простые. Вот такая вот тропка. В городке Мартинес есть такой монумент. Он находится внутри помещения. Но это церковь это или не церковь, непонятно. Тут нигде нет ни крестов, ничего. Тут просто статуя и для пожертвований вот ящичек. Что это? Я понимаю, что это Христос. Женщина с мечом. Женщина с мечом давит волка. Тут, я так понимаю, ангел с мечом. Чтобы это узнать, нужно QR-код просканировать, и все будет ясно. Ну и, как обычно, ритуал заправки водой страждущего пилигрима. Выключай. С 1969 года стоит этот краник. И тут вдоль речки растет инжир. Он такой сладкий.
выбрать. Только надо найти, да, по выбору, помягче. Мягкий, мягкий. Он прямо течет. По камину можно идти, питаясь подножным кормом. Такой сладенький. Но есть, конечно, твердый. Очень хороший. Сладкий инжир. Пчелка прилетела. Полакомиться. Есть вот такой знак. Я так понимаю, что внимание, паломники. И здесь мы где-то в этот участок идем по дороге. Поэтому и предупреждают. Дорога достаточно со слабым трафиком, поэтому терпимо. Вдоль пути Сантьяго настолько уважают паломников, что даже забор сделан в форме ракушек, символа пилигримов. Весь забор полностью все сделан ракушками. Вот это вот, я понимаю, отношение и уважение. И все приветствуют, когда мы идем, говорят, Buen Camino. Отношение исключительно доброжелательное. Даже когда узнают, что из России, все только радуются и восхищаются. Не было никакого негативного отношения ни разу. Такая вот дружба народов. Да? Наша текущая температура. Ну, собственно, тут видно все, и время, и дату. В общем, это у нас музей Симона Боливара. Памятник ему. Лидер революции в Венесуэле. На памятнике написано. Очевидно, он здесь родился. Аутентичное Камино. Как она и была сотни лет. Август, сентябрь даже скорее самые лучшие месяца для камина. Яблочные деревья прямо вдоль тропы. Инжир, виноград, яблоки, груши, ежевика. Все созрело. Тропу пытаются проводить мимо самых живописных участков. Какой-то старый монастырь, очевидно, уже заброшенный, но не потерявший своей красоты. В этом монастыре есть альберги. Ну, это, очевидно, вот новое современное здание, пристроенное. Хостел, либо общежитие для паломников. Оно же альберги. Все достаточно такое красивое, обустроенное. О, сушатся вещи. Народ ходит. Альберги современные. Но нам не по пути. Потому что еще пройдено всего лишь 30 километров. Наш план сегодня раза в 2-3 больше. Хотя бы планируем дойти до Герники, а лучше до Бильбао. Жара, конечно, усложняет наше путешествие. Как-то бежать в жару достаточно грустно. Бежать нужно, когда градусов 10, 11, а в 34 пешочком-то тяжело.
Ну, вот такой вот сезон, такая осень на северном пути. Красивые спуски здесь. Знаешь, если это не помогает, надо именно вот так вот. Три. Ледяная, конечно, водичка горная. То, что сейчас надо, плюс 34. Мы пришли в известный город Герника по одноименной картине. Памятник гитаристу. Достаточно красивый, большой город. 17 тысяч населения, насколько я помню. В общем, можно тут немножко прогуляться, пока есть возможность. И дальше уже искать очередное альберге. Ситуация с приютами альберги каждый вечер просто трагическая. Они заняты все полностью. Сейчас вот прошли 2 альберги, все занято. Причем заняты все отели в городе Герника. Занято практически все, остались только самые-самые дорогие. Больше 100 евро. Сейчас идем в 3-й коммерческий альберге. Но он немножко в стороне, в полкилометра. Надеюсь, что в принципе туда просто лень заглядывать пилигримам. Посмотрим, так это или не так. Он закрывается в 8 часов, а время без 28. Еще 2 километра в гору. Такая вот жизнь паломника. Такими вот тропами. Поиск жилья бесконечный происходит. Так, здесь в этом альберге оказались свободные места. В общем-то, немного человек сказали, всего 8. И нас здесь приняли. Это частные альберги. Сейчас вот наши паспорта штампуют тут. Как положено креденциале, поставить печать госпитальеру. Стамп это. Вот, заселились.